Получается иногда, что минусы переходят в плюсы. Минус, он почему минус? Потому что ты к этому не привык. Ты жил как бы в одном городе, в одной стране, в одних климатических условиях. Там были какие-то свои проблемы, заморочки. Приехал в другой, и тут немножко все по-другому. Сразу не адаптировался, а потом как адаптировался, и уже это плюс. Например, та же вот высокая влажность. С одной стороны, плесень, да, все жалуются, плесень, но если проветривать дома постоянно, нормально следить за этим, никакой плесени нет, зато нос не пересыхает, достаточно влажно. А в Воронеже постоянно мы пользовались увлажнителем воздуха, и просто все сохло, вообще ужас. Когда мы сюда приехали, я раньше думал, что же мы раньше не приехали, и как теперь все сложно. А теперь, после 2,5 лет, людям, которые сейчас собираются приехать, и думаешь, а почему бы и нет, просто все изменилось. Всегда все изменяется. Рано ты приехал или поздно, всегда будет что-то другое. Поэтому не стоит на этом вообще заморачиваться. Главное определиться с городом, то есть это центр, Подгорица, столица или побережье какое-то около моря. Хотя от Подгорицы до моря 55 километров по прямой вообще за час как нифиг делать. Либо вообще можно поехать на север, там климат немножко похолоднее, не такой жаркий летом, скажем так. Даже снег есть, если кому-то снега там не хватает. Там, в принципе, на севере городки, население поменьше, еще более компактное, но все есть для жизни, все приспособлено. Второе – это способ легализации, то есть как здесь остаться, потому что ездить каждые 30 дней, пока без виз, через границу, чтобы обновлять эти 30 дней, такое себе, вообще много не наездишься, да и не то, что прям по деньгам, просто это достаточно такая суета. Варианты основные: либо местное трудоустройство кому-то, либо открывать свою фирму. Мне кажется, это самый такой выгодный вариант получается на далекую перспективу, с перспективой получить ПМЖ. Потому что если ты просто трудоустроен в местную фирму, то через 3 года у тебя срок продления обнуляется, и ПМЖ по этому виду легализации не получишь. А так по фирме срок не обнуляется, и теоретически можно претендовать на ПМЖ через 5 лет проживания. Еще один вариант для богатых, к сожалению, это не про нас, это купить какую-то недвижку. В принципе, любую. Пока нет ограничений по цене, можно купить студию, какой-то домик полуразрушенный, и на основе этого получить временное разрешение на проживание, и через 5 лет также получить постоянное место жительства по недвижке. Есть еще, конечно, вариант по учебе. Я подробности не узнавал. Говорят, что по учебе тут считается чуть ли не год за полгода. Как-то не очень выгодно. Но тоже можно. Большой минус Черногории – это замусоренность. Нет культуры выбрасывать мусор, не бросать из окон машин окурки. Часто дуют сильные ветры, и из мусорных баков разлетается все настолько далеко. Идешь буквально вдоль какого-нибудь виноградной плантации и огороженный забор, а на этом заборе пакеты, пластик, в реках тоже пакеты, пластик, все бросают. Такая беда. Хотя убирают в центре достаточно чисто, в самом городе, а чуть к окраинам и чуть ближе к мусорным бакам, просто сранина полная. Хотя в том же Воронеже около мусорных баков было не сильно лучше, да и в городе тоже. Так что я, наверное, поспешил, не сказал бы, что это прям минус Черногории, это просто минус бескультурных людей, которые встречаются везде. Надо их штрафовать, как там в некоторых странах Европы, большими штрафами. И тогда, может быть, вырастет поколение, которое, боясь штрафов, просто не будет мусорить и будут убирать какашки за собаками и все такое. Забавная ситуация насчет модернизации, уменьшения бюрократии. Раньше выдавали автомобильные номера, если ты иностранец и регистрируешь на себя, покупаешь машину, регистрируешь номера, выдавали временные номера на год. То есть на них была прям так и написано РП, и там год 24, 25.
И каждый год эти номера нужно было менять. То есть ты приходишь, сдаешь старые номера, тебе выдают новые номера с регистрационной карточкой. Ну, карточку в любом случае менять, но вот эта вот смена номеров была мне непонятна. Вот. В прошлом году я поменял. Они решили старые номера уже не забирать. Я просто снял старые номера, они у меня валяются дома, мне дали новые. Сегодня удачный день. Получил новые таблицы и езжу. И теперь вот с этого года уже им, видимо, надоело тратить железо на эти все временные номера. Решили всем выдавать постоянные номера. Хотя раньше постоянные выдавались только если регистрируешь машину на фирму, там тогда сразу выдавались постоянные. Ну вот прогресс как бы не стоит на месте, бюрократия всем надоела, трата ресурсов надоела. Решили выдавать всем постоянные номера. Кто-то умный догадался и решил, что менять номера больше не надо. Можно к минусам причислить еще работу магазинов, точнее не работу магазинов в воскресенье. И вечером магазины в 21:30 все закрываются. Ну, в основном про продуктовые говорю, потому что чаще всего туда ходим. Ну, а так, в принципе, по воскресеньям никто не работает. Сначала это немножко удивляло, но я бы не сказал, что напрягало. Просто если об этом знать и если об этом помнить, то вообще без проблем. Когда не было машины, пользовались общественным транспортом. То, что он есть, это плюс. То, что он ходит, ну, не так часто, как хотелось бы, наверное, минус. Но он ходит по расписанию. Каждые 20 минут реально ходит автобус. И это плюс. Еще можно немножко сэкономить. И один билет действует 90 минут. Можно успеть съездить туда-сюда за одну и ту же цену. 90 центов проезд в автобусе. Железнодорожное сообщение тоже присутствует. Ходит электричка на побережье, то есть из Подгорицы ходит электричка в Бар. Но мы ни разу не ездили. Говорят, что она старая, везде там все курят, но за 40-45 минут можно доехать до моря. Поезд в Белград ходит каждый день вечером, то есть он идет всю ночь. Старый фонд, югославские поезда, но достаточно комфортные, несмотря даже на годы выпуска. Внешний вид, разрисованные граффити, можно перевозить автомобиль, то есть загрузить автомобиль в багажный вагон, самому сесть рядом в соседний вагон в купе и поехать до Белграда, до того же доехать 10 часов, выгрузиться и кататься там на своей машине. Такая есть услуга. Если соберетесь переезжать и работать удаленно, то есть не на месте и не получать зарплату в евро на местные карты, на местные банки, то стоит озаботиться о способах перевода. Это сейчас тоже достаточно большой минус. Не так просто взять и перевести рубли в евро, да еще в недружественную страну. Но, как обычно, есть выходы, люди изобретательные. Все уже придумали, начиная от крипты до обычных менял, которые тебе домой на наличку привезут, либо просто находишь друзей, знакомых, которым по каким-то причинам нужны рубли, но у них есть евро, а тебе наоборот, тебе нужны евро, а у тебя есть рубли, и просто меняешься с ними по достаточно выгодному курсу. И им хорошо, и тебе хорошо. Стоит как бы озаботиться о этом способе достаточно заранее, чтобы потом не бегать в мыле, не искать каких-нибудь менял среди ночи, если что-то вдруг понадобится. Многие приезжие блогеры занимаются помогаторством. Я не занимаюсь помогаторством, я могу просто рассказать. Но у меня есть знакомые, которые этим занимаются. Так что могу порекомендовать. Вот такая вот красота.